Эй, полегче, что тебе нужно? Если не за заказом, то лучше проваливай. Наемный убийца, верно? Да, верно. Ну так что тебе нужно? Не мелковато для убийцы. Возраст ничего не решает. Ты ответишь на мой вопрос? Ты действительно такой профессионал, как все говорят? Я лучший из лучших. Хорошо, ладно. Мне нужна кое-какая услуга. Я вся во внимании. Я бы хотела взять у тебя заказ. Ничего не бесплатно. Плачу 100 золотых. Окей, приличная такая сумма. Кого Эзран, 24 года живет в восточной части города. Не очень приятный тип. Да-да, причину мне говорить не надо. Надо имя, возраст и место жительства достаточно. Предоплата 50%, остальное позже. Естественно, на заказ сутки успеешь. И пара часов хватит. Встречаемся тут же завтра. Хорошо, надеюсь, ты не подведешь. Спасибо за заказ. Все будет сделано быстро, а мне уже пора. Удивительные навыки. Она как будто испарилась. Чёрт, не вовремя у меня заказ. Ты сегодня слишком долго. Извините, брала заказ. Ты же знаешь, что платишь мне 40% прибыли. Когда собираешься платить? Я долго ждать не собираюсь. После заказа завтра сразу отдам. Надеюсь на эту тень. И перестань опаздывать. Хорошо, Диего. Легкие деньги. Гляди-ка, точно по расписанию. Ну что? Легче легкого, с тебя остаток оплаты. Конечно, было приятно с тобой поработать. Было приятно получить легкие деньги. Что ж, надеюсь, больше не увидимся. Спустя неделю. Какая неожиданная встреча, Тень. И опять в том же месте. Вторая чисто случайная встреча. Люди первые не переживают. Преследуешь меня? Может быть. Заметила, ты часто тут. Бар — хорошее место, чтобы отдохнуть. Даже алкоголь не пьешь, в отличие от той группы подростков. Я не пью. И что, даже после тяжелых заказов не хотелось? Не твое дело. Как скажешь. А тебе самой-то сколько лет? Да так, 21. Ясно. А почему ты пошла на путь наемного убийцы? Захотела. А родители, они знают о твоей работе? Прекрати задавать вопросы о моей личной жизни. Ладно, ладно, извини. Из-за чего такая реакция? Я же просто спросила. Я не рассказываю никому о своей личной жизни, тем более какой-то незнакомке, которую вижу 4-й раз. Что, какая-то больная тема? Поняла, молчу. Мне пора. И прекрати меня преследовать. В следующий раз тебе так не повезет.
Она уже второй раз так резко куда-то уходит. Чёрт, ну конечно, можно подумать, я могла бы проследить за опытным убийцей. Тень, наконец-то. У меня для тебя есть одно предложение. Слушаю. Наверное, неправильно, что ты живешь бездомной жизнью, разве не так? Живешь, где повезет. Как ты только так справляешься, не пойму. Наверное, было глупо с моей стороны выпускать тебя из-под своего крыла так рано. В общем, я решил, что ты снова будешь жить в клубе. Так и я смогу за тобой приглядывать. Ты же не возражаешь? Нет, я буду только рада. Я и не сомневался. Ну вот, я снова здесь. Что может быть хуже? Ладно, уже ночь. Нужное количество заказов я выполнила днем. Да и меня не выпустят из клуба до утра. Тень, как неожиданно. Ночь, уйди из моей комнаты. С чего бы это я соскучилась, и ты, наверное, тоже, верно? Нет, не скучала. Уйди, не приближайся ко мне. Ой, да ладно тебе, забыла, как нам было весело раньше? Нет-нет, даже не думай об оружии. Не дергайся, тень. Отпусти, живо! А то что, и зачем ты закрываешь метку, находясь в клубе? Диера не любит, когда мы их прячем. Вот так-то лучше. Уйди, не смей снова это делать. Извини, не могу удержаться. Ах, сучка, а ну вернись! Тише, тише, не ори ты. Что у вас тут происходит? Ой, ничего такого, просто я немного соскучилась за нашей любимой тенью. Ночь, отпусти ее, живо. Тень, иди к себе. А Лола за мной. Утром. Наконец-то утро. Можно на целый день уйти из клуба. Никогда так не радовалась работе. И почему они так любят бегать? Пожалуйста, не... Давай, я тебе заплачу. Нет, мне уже заплатили за тебя. Опять ты? Я что говорила тебе насчет преследования? Ой, да ладно тебе, я, между прочим, хотела тебе кое-что предложить. Что бы то ни было, у тебя минуты, чтобы сказать, прежде чем я тебе горло. Это может прозвучать странно, но может есть шанс, что мы поладим? Поясни лучше. Ну, ты мне показалась интересной, вот почему бы и не познакомиться получше? Может, я могу как-то помочь тебе? Ты типа со мной дружить хочешь? В курсе, что это самое безрассудное решение? Знаю, что рискуешь жизнью, но почему бы и нет? Я ставлю тебя в живых только потому, что мне нравится твоя храбрость. Ну или же это просто глупость? Благодарю за помилование.
Вопрос, конечно, странный, возможно, страннее прошлого, но тебе есть где жить? Смотря для чего спрашиваешь. Ну, ты могла бы пожить у меня, просто в любом случае это лучше, чем одной. Где лучше, в клубе или с ней? Из группы придурков и насильников, пожалуй, лучше выберу какую-то незнакомку. Не знаю, мне надо подумать. Ну ладно, я подожду, увидимся завтра. Ага. Теперь всего-то надо спросить разрешение у Диера. Войди. А, Тень, это ты. И для чего ты здесь? Я нашла место жительства и хотела бы спросить, можно ли, ну, жить мне вне клуба. Хм, одна? Нет, с сожителем. Ну, тогда не вижу смысла отказывать. Можешь жить вне клуба, но это не значит, что ты не обязана тут появляться. Да, Диера. Свободно. О, Фас, ночь. Впрочем, она заслужила. Надо ли мне ее искать, или она сама меня найдет? Хотя я знаю, как мы точно встретимся. Как неожиданно, что мы встретились тут. Почему-то я так и думала, что найду тебя здесь. Ну что? Я согласна. Располагайся. Неплохой дом. А ты свое имя когда-нибудь скажешь? Пока не знаю. А вообще есть люди, которые его знают? Их мало. Еще одни легкие деньги. Стоп, там ястреб? Ну что ему еще надо? Да, Диера, вы хотели меня видеть? Да, верно, Тень. В общем, твоя очередь следить за младшими убийцами. Проводишь им тренировки, выводишь на прогулку. 2 недели, понятно? Да, Диера. Так, мелкий, сегодня я провожу вам тренировку, поэтому вперед на разминку. Отлично, теперь давайте сегодня потренируем вашу скорость, ловкость и меткость. Итак, сейчас я вам по очереди завязываю глаза. Берете метательные ножи, и ваша задача попасть по мишени. У каждого по 10 попыток. Вперед. Тебе не кажется это немного травмоопасным, если они друг в друга попадут случайно? Ничего страшного. Закончили, теперь давайте другое упражнение. Я выбираю ведущего и даю ему деревянный нож. Вы жертва, он убийца. Задача жертв убегать и прятаться, задача убийцы найти в смертельное место, ткнуть ножом. Ведущий меняется на того, кто остался последним выжившим. Полбравода, начали. У тебя странные методы обучения. Зато в будущем будут готовы ко всему, ястреб. Они дети, их легче обучать, когда преподносишь им задание в виде игры. После тренировки. Все, поели, пошлите гулять. Что сегодня будем делать? Да, куда пойдем? Погнали, куплю чего-нибудь вам, а дальше посмотрим. Короче, задание. Прямо сейчас разделяйтесь и идете воровать у людей. У вас 10 минут. Кто принесет больше золотых, тот молодец. Вперед. Несколько дней спустя. Можем идти. Стоп, а где змей?
Его наказал Диера. За что? Он попытался сбежать ночью из клуба, но его поймали. И теперь он один в клубе среди старших. О. Ладно, пошлите. Вечером. Ценя, ты что, в клубе остаешься? Сегодня, думаю, да, идите пока в мою комнату, я хочу поговорить со змеем. Змей, это я, Тень. Можно войти? Так и знала. Змей, держи, выпей. Не хочу, чтобы ты подхватил какую-то заразу. Сомневаюсь, что тот, кто это сделал, использовал средства защиты. Кто это был? Ворон. Понимаю, зачем ты пытался сбежать? Я хочу домой. Верю, но мы больше не увидим свою семью. Нам не уйти из клуба. Мы сами согласились на это. Но я не знал, что все будет так. Никто не знал. Мы все просто совершили ошибку в детстве. И теперь до конца жизни вынуждены страдать из-за этого. Это был, конечно, смелый поступок попытаться сбежать. Но советую больше так не делать. Все равно ничего не выйдет. Утром. Наконец-то утро, хочу кофе выпить. Не думала, что встречу тебя снова когда-то тут. Просто на одну ночь осталось из-за младших. Что с ночью? Я знаю про то, что она получила наказание, но за что? С чего ты взяла, что я знаю? А кто еще, если не ты? Просто она опять домахалась. Диера увидел это. И почему чуть что Диера сразу защищает именно тебя и встает на твою сторону? Такое чувство, будто ты ему нравишься больше, чем остальные. Если бы нравилось, он бы не назначал мне раньше тренировки по 17 часов, когда всем по 14. Если бы нравилось, не наказывал бы за малейший проступок. Просто я лучше любого здесь. Вот, видимо, и такое отношение. Отрицаешь очевидно, и так видно. Свали от меня и иди работай. А ты почему не идешь? Моя очередь следить за младшим зверинцем. 2 недели отгула. Я, конечно, не против следить за мелкими, но скучно. Лучше бы работала, хоть отвлеклась бы от всего этого. Тени, снова здравствуй. Что-то ты рано сегодня. Обычно вечером приходишь. Неважно, мне как обычно. Это, как обычно, сказано недовольным тоном. Ты не меняешься. Даже не знаю почему, я вроде ясно показываю свое отношение к заклинателям. О, привет, где ты была сутки? Работала. Ясно, если ты закончила сегодня, можем сходить прогуляться. Почему она так осуждающе смотрит? Ладно, пошли. Ты всегда себя так ведешь? Как? Ну, закрыто, агрессивно. Я не веду себя агрессивно. Да ну, что-то не верю. Вот опять. Отстань. Тебе хоть что-то радость приносит? Если скажу, что тебя это удивит?
Нет, а если что-то кроме этого? Не знаю, вообще прекрати уже спрашивать меня о чем то личном. А что, я просто хочу тебя узнать получше. Лучше забудь об этом. Я не горю желанием рассказывать кому-то что-либо. Потому что не доверяешь людям? Это значит да? Или просто пошла нафиг? Наконец-то смогу снова работать. Тень, я хочу взять заказ. Всегда с радостью говори данные. Для начала хочу сказать, что жертва не в фарде, а... Отказываюсь. Я же даже не договорил. Я не выполняю заказы вне города. И почему это? Это твоя работа. Да и какая разница, если я заплачу? Большая, я за выездные заказы не берусь. Если так уж надо, ищите другого. Если заплачу вдвойне, я оплачу выезд. Прошу, мне уже и так трое отказали. Скажи, в каком городе жертва, и тогда я подумаю, браться или нет. Власа. Что-то знакомое. Ладно, я подумаю, приходи завтра в 7:00. Благодарю, Тень. Снова в клуб идти и спрашивать у Диера. Входи. Диера, у меня есть выездной заказ в город Ласса. Я могу за него взяться? Заказчик платит вдвойне и с оплатой на выезд. Да, можешь. Я занят. Свободно. Так просто? Он просто взял и отпустил? Как-то не по себе даже. Ладно, подумаешь, надо вернуться в фарк до ночи. Просто не буду затягивать заказом и успею. Вижу. Серьезно? С ним еще кто-то? Издалека не выйдет. Дали критерии на убийство. Может, они скоро уйдут? Час спустя. Да вы серьезно? Я не могу целый день ждать. Хер с ним. Что будет-то? Все равно не мой город. Эй, что за дела? Заткнись, буду кратка. Ты задолжал моему заказчику. Долг ты выплатить не успел, поэтому отдашь долг жизнью. Может, договоримся? Нет. Ну, может, еще что-то можем сделать? Я не хочу умирать. Нет, я сказала, заткнись. Мне плевать. Моя задача выполнить заказ. Остальное меня не волнует. Не смей этого делать. А вы не лезьте, пока сами не попали. Я выполняю свою работу. Ты ребенок. Ты не сделаешь этого. И что, сомневаешься в том, что я не способна ***ить? Поэтому я не работаю не в своем городе. Тень же мало где знают. Ты та самая тень? Да, я тень. Астер? Мое имя. Астер, это же ты? Я не понимаю, о ком ты. Фил, ты же не...
Фил? Да, я. Значит, помнишь меня, Астер? Астер, это правда ты? Нет, я не... Да, это я. Хватит, у меня не так много времени. Мы думали, ты мертва. Потому что тебе, мелкая, в голову пришло связаться с заклинателем. Точно, я-то думаю, почему город показался мне знакомым. Нет, Зьера не мог отпустить меня, зная, что я отсюда родом. Риск и так был большой. Эй, не делай этого! Мне надо закончить работу и возвращаться. Пожалуйста, можно мне откупиться? Скажи, сколько Харрис заплатит, я заплачу в 3 раза больше. Я откуп не беру. В 4 раза больше, пожалуйста! Астер, возьми откуп и отпусти Бена. Это же несложно. Тем более, если тебе важны золотые. При чем тут золотые? Какой смысл в золотых, если я работаю по приказу? Свободу не купить, на кой черт тогда? Астер, пожалуйста. С тебя 2000 золотых, плюс смена личности и подделка паспорта. Я скажу, что заказ выполнен, и все в расчете. Конечно, конечно, благодарю. Мне пора. Подожди, скажи, в каком ты городе? Я не разглашаю информацию. Новости о тени идут с Фарда. Надо же, да я популярна. Вот вам и совет. Не ищите меня. Только проблемы создадите себе, а уж тем более мне. Привет, как работа? Был выездной заказ. Что-то пошло не так? Что с тобой только не так? Как мне тобой завладеть, если ты мне даже не доверяешь? Это будет сложнее. На следующий день. Я не берусь за обычные похищения. Не к тому обращаешься. Да ладно, тебе что, сложно? Я убийцей и похищениями не занимаюсь. Это не по моей части. Ну и что, какая разница? Гада я и сам могу. Я не занимаюсь похищениями, что еще не ясно. Я наемный убийца, моя работа только не похищать. Я делаю то, что приносит мне удовольствие, остальные задачи — это мусор. Если не берешь заказ на проваливай. А ты что тут забыла? Маленький садист. Да мне скучно, просто вот к тебе зайти решила. Уходи отсюда, я работаю. Знаешь, что я заметила, что ты даже с теми, кто старше, разговариваешь на «ты». Я не собираюсь обращаться к каждому клиенту на «вы», когда они ко мне будут на «ты». Это будет нечестно, легче общаться наравне. Да и что мне будет? Никто не возражает. Что-то ты раздражительная в последнее время. Когда мы впервые встретились, ты была веселее. Положение не то сейчас.
А ты знаешь, что о тебе говорят люди? Я не слушаю слухи. Это не то чтобы слухи. Знаешь, что запоминает любой человек, который случайно встречался с тобой? Глаза. Глаза, полные холода и безразличия, которые пугают до смерти. Признаюсь честно, даже меня порой твой взгляд пугает. Столько жестокости и силы в одних лишь глазах, а ты всего лишь ребенок, вот и удивляет. Даже взгляд взрослого человека или заклинателя не такой страшный и холодный, как твои. Это действительно круто. Это типа комплимент? Считай, что да, не пойму, как у тебя так получается. И как реагировать? Не знала, что мой взгляд так пугает. Хотя это даже неплохо. Блин, ну почему я низкая? Явись в клуб. Младшие хотят тебя видеть. Издеваетесь? Мелкие, что хотели? У меня работа. Извини, что отвлекаем, просто у нас проблема с одним упражнением. А писец не может его как следует объяснить. Поможешь? Ладно уж, объясню. Тень, можем отойти? Что тебе нужно, сокол? Блин, Ну, привет, малая. ворона, ну отпусти! Тише, тише, тень. Тварь! А ну стой! Тень? Замолчи, я не хочу слышать это имя сейчас. Ладно, ладно, тише. Что произошло? Опять ночь? Нет, ворон. Этот урод снова за свое? Он ничего не успел сделать? Нет, но эта скотина забрала моё оружие. Я заберу их, не беспокойся. Ястреб, ты... О, как неожиданно. Ворон, черт возьми, ты совсем охренел? Фаз, да чё ты так завелся? Нахрен ты вообще эту мелкую защищаешь? Сдалась она тебе? Я тебе, тварина, руку сломаю. Еще раз, Кастер, притронешься? Ей 14, черт возьми. Ты это делаешь уже не впервые. Хочешь поразвлекаться? Иди к ночи, если так уж хочешь. Она явно не против будет. Эта профурсетка уже со всеми тут переспать успела. Кроме мелких, наверное. С ней неинтересно. Если Диера узнает обо всем, что ты сделал с Астера, тебе будут замену искать. А теперь проваливай отсюда, пока к Диера не пошел. Нашелся защитник. Спасибо. Ну, все, успокойся. Почему ты это делаешь? Наверное, по той же причине, по которой ты защищаешь мелких. Не хочу, чтобы они переживали тот же кошмар, что и я. Я могу защитить их от убийц, но не от Диера. Защитить их от убийц – это уже хоть что-то. Лучше делай хоть что-то, чем вообще ничего. Почему все здесь такие? Нашим старшим не хватает полового внимания. Вот, видимо, и лезут друг к другу.
А когда надоедают, перебираются на тех, кто младше. Но ты-то не лезешь. Я уважаю личные границы. Конечно, если наши девочки предлагают, да и я в настроении, то могу себе позволить. Фу. Уж извини, но думаю, лучше сказать тебе правду, чем лгать, что я этим не занимаюсь. Мы все тут нечистые, и уже с этим ничего не поделать. Ненавижу это место. Понимаю, но нам не уйти. Все, что мы можем, это только смириться и выполнять свою работу. Тебе надо успокоиться и расслабиться. Ладно, пойду работать. Заказов 8 меня успокоит. Уже вечер как бы. Ты в курсе, что закончишь к утру? Так на это и рассчитываю. Ножи мои принеси. Ага, да, точно, сейчас. Утром. О, вот ты где. Выглядишь отвратительно. Ты что, всю ночь работала? Да, люблю ночью работать. Допустим, иди хотя бы сейчас поспи. Не, кофе выпью и дальше пойду. Ты с таким режимом быстро себе здоровье угробишь. Тебе нужно поспать. Вот не надо мне указывать, как распределять свой режим и жить. Я могу и 2 суток без отдыха работать. Со мной все будет в порядке. У меня уже иммунитет выработался. Ладно, допустим, поверю. А чем ты, кстати, вообще занимаешься? Да ничем особенным. И что, больше ничего не скажешь? Мне, конечно, все равно, но мне немного интересно. Чем занимается человек, который днем и ночью ходит с мечом и не пойми чем занимается? Знаешь же, что у меня уйдет совсем немного времени, чтобы узнать о тебе. Признайся сама, или я буду копать под тебя. Чёрт, этот ребенок не промах. Придется сказать часть правды. Да ладно тебе, чего ты сразу угрожаешь? Я охотник, добываю провизию в город. Ладно, поверю пока что. Мне надо идти работать. Можно с тобой пойти? Издеваешься? Ой, ну пожалуйста, я мешать не буду, честно. Мне все равно, делай, что хочешь. Черт, уже конец месяца. Нужно отчет Диера о клиентах сдать. Со скольки лет ты этим занимаешься? Тебе прям так необходимо задавать вопросы? Ну, ответь хоть на парочку. С 11. То есть уже 3 года? Ты за 3 года неплохо так поднялась. Весь город только о тебе и говорит. Ага, еще и в других городах. И часто ты выезжаешь? Нет, я не беру выездные заказы. А сейчас почему взяла? Просто интересно стало, да и заплатили в 2 раза больше и оплатили выезд. Значит, это было из-за суммы золотых? Нет, говорю же, мне просто было интересно. Да и заплатили всего 200 золотых. Понятно. А в какой город ездила? В Ласса. Ближе к вечеру. Слушай, через 2 дня состоится День заклинателей. Ты будешь работать или пойдешь?
Отвратительный праздник. Я лучше работать буду. Я ненавижу заклинателей. Да? А почему? Забирать души людей и использовать их как захочется, по-твоему, это нормально? Я лучше себе глаза выколю, чем пойду на этот праздник, тем более в районе заклинателей. А ты идти собираешься? Да нет, я тоже работать буду. Мне делать там нечего, да и ничего интересного нет на этом празднике. Говоришь, что ненавидишь заклинателя, а сама все время тусуешься в баре, которым заправляет заклинатель. Там просто дешево и вкусно, а остальное неважно. Какая неожиданная встреча, Тень. Как ты? Привет, все в порядке, ястреб. Ну-ну, поверю. А это кто, заказчик? Нет, я просто с ней живу. Ну и бывший заказчик тоже. А вы друзья или кто? Нет, просто знакомые. Мы слишком разные, чтобы быть даже партнерами. Потому что твой способ ужасен. Кто бы говорил? Моя задача помучить жертву. Ты оттягиваешь время убийства. Надо было того идиота-заказчика к тебе послать. Потому что обращался с похищением ко мне. Адресом, видимо, ошибся. Ну, раз никто из нас не работает, предлагаю сходить в бар к Шуну. Ладно, идем, Кэтрин, ты с нами? Почему бы и нет? Так, любимая игра. Угадай, сколько заказов выполнила Тень за сутки. 10? Нет, больше. Больше? Да ладно тебе, у тебя же норма 5 в сутки. Ладно, 15? Не, 17. Да ты шутишь, как ты вообще на ногах стоишь? Вообще-то у меня рекорд был 22. Вау, да ты реально не зря лучше уб... А ты сомневался? Никак нет. Но все же тебе надо отдохнуть. Стабильная работа — это хорошо, но перерабатывать тоже плохо. Да, я знаю. Мне и правда нужно поспать и попытаться забыть вчерашний вечер. Врезать за тебя? Как хочешь, можешь отрезать кое-что. Тень! Возьму на заметку. Ладно, мне пора. Бывай. И не забывай отдыхать. Как давно вы знакомы? С детства? Пошли домой, я хочу отдохнуть. Окей, отчет готов. Вечером нужно будет занести Диера. Астер? Фил, какого чёрта ты тут делаешь? Ну, мы типа переехали. Я же просила вас лишь об одном, не искать меня. Шутишь? Мы 5 лет думали, что ты погибла. А когда узнали, что ты жива, мы вообще были не в себе. Астер, мы не хотим терять тебя снова, после того, как ты резко появилась. Мы не можем просто так забыть о тебе. Прекрати называть мое имя, я Тень, давно не Астер. У меня нет семьи, я забыла все, что было до клуба. Я наемная убийца. Мне не нужна семья или кто-то еще, мой дом — это клуб у... Да тебе мозги промыли, Астер! Какой-то заклинатель тебя просто похитил и впихнул в твою тупую детскую голову эту хрень. Как ты можешь убивать, если ты сама еще ребенок?
Я давно не ребенок. Я профессиональный наемный убийца, моя работа убив... Астер, ты не... Тень. Меня зовут Тень. Ладно, ладно, Тень. Просто послушай меня. Тебя не переубедить, но просто выслушай меня. Ты можешь отказываться принимать то, что мы твоя семья. Но факт остается фактом. Мы по-прежнему родственники. Этот клуб никогда не был твоим домом и никогда не станет. Но тебе уже настолько промыли мозги, что ты сама запуталась. Я не знаю, что с тобой сделал Диера, могу лишь догадываться. Я просто скучаю по прежней Астер. Сейчас это не ты. Астер была хорошей, милой и веселой. В твоих голубых глазах я видел лишь радость и желание помогать. А теперь в них даже жизни нет. Лишь холод и мрак. Я не знаю, что тебе пришлось пережить, но ты всегда можешь рассказать мне и поделиться. Ты знаешь, я не оттолкну. Я хочу помочь. Уйди. Просто уйди, Фил. Мне надо работать. Тень, только не убивай меня, но мне поручили заказ с тобой. В смысле? Заказчик хочет от меня похищения и пыток, а тебя платит поровну. Ой, я, наверное, не вовремя. Все в норме, он знает. Ладно, ну, так что? А не послать ли тебе его на 3 буквы? Боюсь, нет. Он как бы знает о нас. Заказчик-заклинатель? Верно. Пришлось согласиться. Лучше выполнить, чем получить раскрытие и наказание от Диера. Эш, ты издеваешься? Что за идиотский заказ? О, ты зверей? В паре с время и небо? Ладно, были бы мы из одной группы, но мы из разных. 300 золотых. Наши личности не раскрывают, и мы избегаем наказания от Диера. Да ладно, Астер. Заказ на час максимум. Диера дал добро на выполнение. Все в норме. Ладно, договорим вечером. Я занята. Ладно. Наш отель на Ушиной 15А. Кто он? Отстань. Пошли выполнять. Так вот, заказ я уже взял. Вот данные. План такой. Ты отвлекаешь, и я похищаю. Потом я его немного мучаю, отъебаешь, и золотые у нас. Ненавижу я работать с кем-то, тем более с кем-то, у кого другая техника. Уж извини, как обучили. Вперед! Какого чёрта? Ну, здравствуй, Остин. Как жизнь? Ты ещё кто? Ой, я не представился. Я Ястреб, наемный а там Тень. И нас наняли, чтобы убить тебя. Правда же круто? Ястреб, Тень, заказали убить меня. Это же шутка? Нет, придурок, мы похожи на тех, кто шутит. Что ж, думаю, нам будет очень весело. Хватит! Прекрати!
Пожалуйста! Как же я ненавижу, когда убивают медленно. Твоя техника убийств ужасна. А мне нравится. Мы слишком разные, Тень. Давай просто закончим побыстрее. У меня тоже работа есть. Я терпеть не могу, когда жертва кричит и просит о помощи и остановиться. Радуйся, не ты же сейчас на его месте. Ладно, заканчивай. Наконец-то. Что ж, это было легче легкого, да? В жизни больше не буду с тобой работать. Да ладно тебе, а мне понравилось. Труп сам убираешь. Ну, естественно. Так, что за парень к тебе заходил? Мой брат. У тебя есть брат? Нет, подожди. Откуда он знает о тебе? И что он делает тут? Я случайно встретила свою семью, когда у меня был выездной заказ в Лосо. Я узнала их, они узнали меня, и вот теперь они в Фарде. Это плохо. Если Диера узнает, что ты встречалась со своей семьей, то... Я даже не могу представить, что он сделает. Я знаю, я просила их не искать меня, но они не послушали. Эш, пожалуйста, не говори ничего, Диера. Я попрошу их уехать обратно, только не рассказывай. Ты чего, я и не собирался тебя сдавать? Просто попроси их уехать как можно скорее, пока Диера не узнал. Постараюсь. Почему так не по себе? Ладно, мне нужно просто попросить их уехать. Астер, вам не надо было сюда приезжать. Вам надо уехать обратно. Если Диера узнает, что вы тут, и что я с вами контактирую, вас а меня накажут. Мы только нашли тебя. И не собираемся снова бросать, мы не уедем. Это для вашей же безопасности. Астер, мы понимаем риск, но мы не уедем. Как знаете, я вас предупреждала. Делайте, что хотите, только не мешайте моей работе. Какая еще работа, Астер? Тебе 14, и ты убиваешь людей. Тебя просто используют. Используют, я знаю, но мне это нравится. Мне нравится убивать. Как же тебе может нравиться такой кошмар? Когда человека и видишь глаза полные страха и мольбы, слышишь крики, радуешься, что не ты на его месте. А я была на их месте, но меня не убили. Уж извините, меня воспитали в жестокости, насилии и боли. А сейчас я просто отыгрываюсь на других людях за то, что сделали со мной. Неужели тебе не жалко? Жалко мне. Я тень, беспощадный наемный убийца. Я выполняю свою работу. Я не чувствую жалости к людям. Даже не надейтесь вернуть меня или изменить. Ничего не выйдет. Я на цепи у Диера. Мне нет пути назад в прошлую жизнь. У меня новая жизнь. И пока я живу вне клуба, меня все устраивает. А теперь мне пора идти. Надеюсь, мы не встретимся. И скажу еще раз, уезжайте отсюда. Привет, как день прошел? Нормально, какой-то идиот заказал у ястреба в паре со мной. Пришлось помогать ему. А что, это так плохо?
Мы разные, у нас техники отличаются. Да и я работаю одна. Ладно, я спать. Ну что еще? Завтра в 6 утра будь в клубе. Ты идешь со мной на День Заклинателей в качестве охраны. Чего? Это кошмар. Сотни заклинателей в одном месте, так еще и я с Диера. Убейте меня, почему я не могу просто, как обычно, поработать в этот день? Тень, вот и ты. Да, Диера, я готова. Я не сомневался. Я, конечно, мог бы взять с собой кого-нибудь другого, но в тебе я уверен больше всего. Пару зверей тоже будут, но по другим причинам. Я рада присутствовать на этом празднике вместе с вами в виде вашей охраны. Вот и хорошо. Выполнишь свою работу на отлично, Астер, и я закрою глаза на твою выходку с семьей. Теперь идем? Так он знает. В общем, Тень, нет ничего сложного. Постоишь за кулисами и понаблюдаешь за толпой. Твоя задача всего лишь никого не подпускать ко мне и в случае опасности защитить. Ясно? Да, Диера, легче легкого. Я рад, что для тебя это пустяки. Пока можешь быть свободна. Выступление еще не скоро. Можешь пока походить по району. Но из района не ногой. Чтоб в 10:00 было тут, ясно? Да, Диера. Свободно. Ладно, спокойно, это всего лишь один день. Я справлюсь, я справлюсь. Какие люди, Тень? Ночь, луна. Вы что тут делаете? Разве у вас нет работы? Диера приказал нам тут присутствовать. Если тебя он лично к себе приставил, то мы как дополнительная охрана. Пару зверей еще где-то тут, но мы пока их не видели. Ясно. Ты чё нервная такая? Ничего, все в норме. С ястребом вчера работать пришлось. Ужас полный. Чё это, как получилось? Заказчик идиот просто. Прямо-таки пытка для тебя была. Ха-ха, очень смешно. Ну что ж, дорогие заклинатели. Вот мы и снова празднуем этот чудесный праздник. Год выдался довольно интересным. У многих прибавились души, у кого-то выросли силы. Кто-то приехал в фарт из других городов, чтобы лично увидеть наш прекрасный район. А кто-то приехал сюда, чтобы лично нанять какого-нибудь неплохого наемника, чтобы разобраться с чьей-то жизнью. Да, фарт славится не только единственным большим районом заклинателей, но и крупной криминальной жизнью. Зачем он к этому клонит? Кто-то лично из вас нанимал наемника, кто-то сам с ним столкнулся, и, к сожалению, сейчас не на празднике. Вот поднимите руку те, кто лично брал заказ у кого-то из наемных. Вижу, довольно многие пользовались данной услугой. Но, думаю, есть имена тех убийц, которые знамениты на весь город. И вы прекрасно их знаете. Те же самые Тень, Ночь и Луна. Все их слышали. Блин, только не это. Довольно знаменитые и опытные личности. Но почему же я вообще завел тему об убийстве? Что ж, раз уж нашему чудесному району заклинателей сегодня ровно 150 лет, да и у нас сегодня есть те, кого бы я хотел лично поздравить за успехи и силу, думаю, можно и сказать кое-что важное. Наверное, даже то, что все принадлежат мне. Вот блин.
И тень тоже является моей маленькой собственностью. Самой лучшей и опытной, которой в свои 14 лет нету равных. Астер хороший пример того, что великой силы можно достичь и в самом юном возрасте. Да, многие сейчас шокированы такой новостью, но не стоит на этом зацикливаться. Предлагаю перейти к поздравлениям. За этот год у нас есть один заклинатель, который превзошел по силам многих других заклинателей. Что ж, Кэтрин Десан, просьба подойти ко мне. У нее рекордное количество душ за этот год, а именно 78. Кэтрин? Поздравляю тебя, это неплохие результаты. Я верю, что в скором времени у тебя будет в разы больше. Неплохо, Тень. Не зря я взял тебя в личную охрану. Какой придурок рискнул это сделать? Разрешите найти виновника на ваше покушение? Не стоит, обойдемся без убийств сегодня. Думаю, другие разберутся. Оставайся лучше рядом. Даже убить сегодня никого не могу. После праздника. Наконец-то закончилось. Возьму ночные заказы. Тень, подожди. Чего тебе? Я с заклинателями не вожусь. Ладно, признаю, я не была с тобой до конца честна, но дай мне объясниться. А мне не нужно объяснений, мне и так все ясно. Хотела втереться ко мне в доверие, чтобы забрать мою душу? Облом, она уже принадлежит Диера. Ну, может и так, но я правда хотела с тобой поладить. Заткнись, я не хочу ничего слышать. А куда ты пойдешь? По слухам, там не самое лучшее место жительства. О нет, в эту гнилую яму я не вернусь. Не переживай, мне есть куда пойти. Ну, Астер, давай поговорим. Я сказала, заткнись, пока я тебя на месте не прикончила. И не называй моё имя, терпеть его не могу. Будешь искать меня, забудешь, как дышать. Астер, что ты тут делаешь? Мы были, если что, на празднике. Почему, когда я начинаю кому-то доверять, оказывается, что мне все время врали? Можно у вас пожить? Если тебе некуда идти, то, конечно, можно. Надеюсь, ты расскажешь все. Угу. Но можно завтра. У меня уже нет сил сегодня. На утро. Доброе утро, Астер. Угу, доброе. Ну, завтракать будешь? Нет, я не завтракаю. А остальные где? Спят еще. Время еще только 6 утра. Фил еще часов до 10 будет спать. А Элиза часов в 8 встанет. А ты почему так рано встала? Я всегда так встаю. Оу, ясно. Так ты расскажешь, что произошло? Если вы были на празднике, то и сами все знаете. Да, были. Дера сообщил всем, что наемные принадлежат ему. А тебя представил как лучшего убийцу. Но не понимаю, что не так. Тебя ведь это как-то встревожило, верно? Клуб убийц существует уже около 100 лет. И никто никогда из людей, заклинателей, не знал о самом клубе и о том, кто его владелец. А тут Диера решил сказать всем. Это может пошатнуть нашу репутацию. Пойдет убавка клиентов.
Если мы выполняем меньше 5 заказов в день, нас ждет наказание. Зачем он это сделал? Эй, спокойно. Астер, не надо так паниковать. Если Диера сделал это, значит это точно не просто так. У него наверняка есть какой-то план. Есть, и эти планы именно на нас. Почему ты к нам решила прийти? Где ты вообще все это время жила? Первые несколько лет в клубе, потом сама. Не самое лучшее было решение, но это было лучше, чем в клубе. Потом познакомилась с Кэтрин, у нее жила. Оказалось, я все это время жила с заклинателем, поэтому я ушла от нее. Терпеть не могу заклинателей. Нам, людям, есть за что их ненавидеть. Забирать души людей — это неправильно. Это ужасно. Что ты чувствуешь? Ну, живя без души. Как будто пусто внутри. Когда Диера хочет видеть меня, внутри как будто все скручивается, а руки начинают жечь. Одним словом, все это неприятно. Ясно. А как ты жила в клубе? Давай не об этом. Это не те воспоминания, которые хочется вспоминать. Неужели настолько было плохо? Плохо? Нет, тут одного слова не хватит, чтобы описать эту гнилую яму, полную придурков и избиения, оскорбления, подставы. Все это там есть. Было и будет. Тренировки по 14 часов во время обучения до работы. Что день, что ночь там страшно. Никогда не знаешь, когда какой-нибудь идиот зайдет в твою комнату и не захочет воспользоваться тобой. Самое отвратительное, что всем плевать на тебя, никто не хочет помогать и спасать тебя. Когда, наконец, выходишь оттуда и начинается работа, становится легче. Ведь единственная забота – это уже не выжить, а просто выполнять 5 заказов. В конце месяца сдать отчет и нужное количество процентов прибыли Диера, и все. Можно делать что угодно, почти. Неужели тебе ни разу не было страшно за себя или жалко кого-то? Страшно за себя. Бояться тут надо, если ты так сильно накосячил, и ты еще жив. Потому что наказания у Диера жестокие. Мы не боимся умереть, потому что хуже смерти в нашем случае будет только жизнь. А жалко ли мне других, то нет. Не жалко, я ничего не чувствую. Не чувствуешь, потому что так тебя научили. Не чувствовать ничего к кому-то. Верно. Даже если мы и умрем, наша душа принадлежит Диера. И в случае смерти она просто перенесется в камень мертвых. Что еще за камень мертвых? Магический артефакт, в нем находятся души тех, кто принадлежал Диера и уже умер. То есть даже после смерти вы не будете свободны? Это ужасно несправедливо. Вы буквально вечность вынуждены страдать. Одна глупая ошибка загубила всю жизнь. Ладно, мне пора работать. Хотела вчера ночные заказы взять, но сил не было. Вернусь вечером. Вы заклинатель. Ну да? Это был не вопрос. Тебя это как-то напрягает, Астер? Для заказчиков я тень. Данные говори. Ах ты ж сучло.
Блин, конченый придурок. Чёрт, почему сегодня работа не идёт? Как же всё болит. Привет, малявка, что-то ты долго на тренировке была? Я была там весь день. Диер увеличил тебе нагрузку? Да, почему только мне? Надо, значит, так. Ты же новенькая, логично, что тебе тяжело. Но ничего, привыкнешь. Позже. Да не ной ты так. Тебе еще на тренировку завтра. Ночь, луна. Кто из вас взял мои ножи? Я не брала. Ой, да ладно тебе. Что с тенью? Прекращай реветь уже, подумаешь, немного поиграли с тобой. Вы что, с ума сошли? Эй, тень, ты как? Чья это была идея? Все вопросы к ней. Ночь, как же ты бесишь. Вот так легче? Да, спасибо. Ну все, тише, тише. Я понимаю, ты тут новенькая и мало что знаешь, но запомни одно. Не доверяй никому тут. Будешь наивной, не выживешь. Даже тебе доверять нельзя. Мне можешь, клянусь. Ястреб, почему? Запомни еще одно правило. Мы называем друг друга настоящим именем только наедине и в крайних случаях. Ясно? Ты же Астр, верно? Угу. Эш, почему я здесь? Диера нашел в тебе потенциал для идеального... Ну, это страшно. Астер, посмотри на меня. Хочешь выжить? Тебе придется смириться с тем, что тебе нужно. Если тебе страшно, думай о том, что на месте жертвы могла бы быть ты, и радуйся тому, что ты не на его месте. Тебе нужно отключить жалость и эмоции, по-другому тебе не справиться. Я хочу домой. Все хотят, но мы в ловушке. Нам пути назад нет. У нас теперь другая жизнь. Слушай, я рядом. Если что-то случится, говори. Или зови меня, я помогу. Тень, почему ты не в комнате? Диера, ночь издевалась над тенью. Можно тень у меня на ночь останется? Я поговорю с ней, пусть остается. Завтра выделю ей отдельную комнату. Спасибо. Видишь, все хорошо. Диера поговорит с ночью, и она больше так делать не будет. И у тебя теперь будет своя комната. Наше время. Я не могу выбраться из этой дыры, но могу дать лучшую жизнь мелким в ней. Ястреб помог мне, а я помогу младшим. Ласточка, я проведу тренировку младшему вместо тебя. Да, пожалуйста, я скажу Диера, что ты подменила меня. Спасибо. Тень! И вам привет. Тренируйтесь вечером, погуляем. Вечером. Тень, а научишь нас потом делать сальто? Обязательно подумаем над этим завтра. А ты завтра будешь у нас тренировки проводить? Да, почему бы и нет? Разве тебе не нужно работать? Пока что могу не работать. Я много раз выполняла больше, чем нужно заказов. Поэтому в отчете все будет стоять как надо.
Эй, там, кажется, драка. Вот же гады на моей территории. Эй, пацаны, прекратите живо! Отвали и не лезь, шавка Диера. Да, это наши разборки, не лезь. Как ты меня назвал, подонок? Ты же знаешь, с кем говоришь. И что я за считанные секунды вскрою тебе горло. Выбирай выражение в разговоре, пацан. Эй, отпусти меня. Пошли вон с моей территории, пока ваши трупы где-то на помойке не нашли. И чтобы я вас тут не видела. Совсем уже охренели. Это было круто, тень. Да, пусть все знают свое место. Таких людей надо ставить на место. Ну так что, мелкие, хотите поворовать? Да! Давайте, как обычно, разделитесь, и у вас 20 минут. Правила те же, вперед. 20 минут спустя. Молодцы, неплохо. Астер, разве ты не работаешь? Зверей выгуливаю. Вы знакомы? Да, змей, лис, рысь, кобра — это Фил, мой брат. У тебя есть брат? Почему все так удивляются? Да, у меня есть брат. Встретились мы с ней совершенно случайно, поэтому теперь мы тут. Но по правилам нам нельзя встречаться со своими семьями. Диера в курсе. За хорошо выполненную работу на дне заклинателей. Он сказал, что закроет глаза на это. Поэтому вам повезло. Мне кажется, что тень заслужила встречу с семьей за все ее страдания. Да, в твоей жизни должно быть хоть что-то хорошее. Она впервые так улыбается с момента встречи. И это даже искренне. Кажется, эти четверо — единственный ее лучик счастья в этом мире. Кстати, змей, ты как? Я в порядке, у меня уже ничего не болит. Эбби хорошо вылечила все раны. Да, но у нас отличный медик. Надеюсь, никто из вас больше не будет как-то косячить. Старшие всегда пользуются слабым состоянием после наказания. Для них вы легкая добыча. Но если что, мы с Ястребом всегда вам поможем. Ястреб почти всегда в клубе, не бойтесь обращаться к нему, ладно? Вижу, у тебя и настроение поднялось. Есть немного. Ладно, надо идти, скоро приду. Хорошо, ждем. Тень, поговорить надо. Хотел написать тебе, но ты взялась за младших, поэтому скажу лично. Да, Диера, и что же? Есть один заказ. Завтра едешь со мной. Данные дам позже. Твоя задача немного изменить внешность. Тебя не должны узнать. Будь возле клуба в 7 утра. Все ясно? Да, Диера. Свободно, можешь идти. Ну и что за пипец? Ладно, нужна краска и линзы. А зачем ты волосы красишь? У меня завтра выездной заказ. Сказано немного изменить внешность. О, ясно. Неплохо выглядит даже. Ага, спасибо. Так, ладно, Астер, это всего лишь поездка. Доброе утро, Тень. Неплохо выглядишь. Одежда будет у нас в номере. Поехали. Почему я не могу перестать паниковать?
Подточу ноже должно успокоить. Ты же была знакома с Кэтрин, да? Да, была. И как же вы познакомились? Она брала у меня заказ, потом предложила пообщаться и пожить у нее. Значит, ты не знала, что она заклинатель. Интересно. Что с тобой? Выглядишь слишком нервной? Я просто переживаю насчет заказа. Он немного непривычный для меня. Знаю, я тебя научил всегда отвечать мне правильно. Но прекрати говорить то, что я хочу услышать. Ты не лжешь и не говоришь правду, а говоришь лишь то, что я, по-твоему, хочу слышать. Отвечай так, как считаешь нужным, но без лжи. Теперь отвечай честно. Что с тобой? Мне немного не по себе ехать с вами, непривычно. Ожидаемо. При мне ты всегда как зашуганный пес. На, выпей. Но вы же не разрешаете нам пить алкоголь. В моем присутствии сейчас можно. Мне же будет лучше, если ты будешь более спокойна. Сколько нам ехать? Сутки. Через пару часов остановимся на обед в таверне. Как это все непривычно. Еще и бинты, как назло, надо поменять. Что с руками? Блин. Просто шрамы. Это я знаю, несколько раз тебя останавливал. Сколько попыток было? 11 попыток. Неужели настолько свою жизнь не ценишь? Чтобы больше такого не было. Пообедаем и дальше поедем. Заказывай. Только яичница и кофе? Учти, больше остановок не будем делать. Я просто не особо хочу есть. Как знаешь. Ночью. Слишком она зашуганная какая-то. Неужели она настолько меня боится? Ближе к утру. Если что, вот данные тех, кого нужно будет убить. Место и время. Тебе нужно будет убить нужных людей в определенных местах. Чтобы мои люди быстро избавились от трупов. Веди себя естественно, не вызывая подозрений. Хотя, думаю, на этот счет мне беспокоиться не стоит. Я поняла. На месте. Так, сейчас нам надо будет переодеться. И выдвигаемся на место. Встреча начинается в 10, поэтому время у нас еще есть. А еще покажи метку. Ладно, все пройдет хорошо, ничего не случится. Навстречу. Здравствуй, Диера. Рад видеть тебя на данном мероприятии. А кто это с тобой?
Это Астер, моя племянница. Чё, блин? Интересно. Здравствуй, Астер. Здравствуйте, рада встрече. Астер, можешь походить и поговорить со всеми. Разрешаю немного выпить. Здравствуйте, леди, прекрасно выглядите. Здравствуй, благодарим за комплимент. С кем ты пришла? Я вместе с Диера, Астер. Оливия. Джесс. А для чего данная встреча? Для обсуждения финансов всех городов. А также для совершения крупных сделок. А вы одни пришли или с кем-то? Я вместе с Хейном. Он заправляет городом Эрис. Он заклинатель? Конечно, всеми городами заправляют заклинатели. Они всегда стоят у власти. Они прекрасно выполняют свои обязанности и отлично держат власть. Да и ты так и не поспоришь. Они прирожденные главари. А вы, Оливия, с кем? Я одна, пока наши заклинатели будут обсуждать финансы. Остальные гости будут совершать интересующие их сделки. Я бы хотела заключить контракт с одной известной дизайнерской студией. Интересуетесь дизайном? Пошивом одежды. У меня своя фирма, но не хватает уникальных дизайнов и продвижения, а также рекламы. Что ж, надеюсь, ваша сделка пройдет успешно. Предлагаю выпить за такое событие. Я сейчас вернусь, отойду ненадолго. Что ж, ваша компания очень даже приятная, но пойду я познакомлюсь с остальными гостями. До свидания. До свидания, Астер. А вот и она. Извини, это моя работа. Так, с минуты на минуту ее должны забрать. Надо идти дальше, еще 4 жертвы. Сначала надо сообщить Диера. Астер, как ты тут? Все хорошо, такие общительные леди, думаю, еще пойти пообщаться. Хорошо, только много не пей. Диера, это та девочка, о которой вы говорили? Да, это Астер. Астер — это Хейн, главный заклинатель города Эрис. Приятно познакомиться. Взаимно, Астер. Итак, следующая жертва. Наконец-то все. Время 2:30. Интересно, до скольки мы тут? Какая же это паршивая встреча. Почему вы так считаете? Да потому что никакого толка от них нет. Каждому заклинателю тут плевать на город, которым он правит. Вам тоже все равно на фарт. Не так сильно. Я слежу за ними и хоть как-то улучшаю там жизнь. Но зато никто почти не борется с криминалом, а это плюс для нас. В других городах все убийцы были бы в розыске.
Именно, а в Фарде вы можете жить спокойно. Да, это так. Диера, можно вопрос? Конечно, Тень. Почему вы так ко мне относитесь? Вы дали мне волю в работе с 13 лет, когда по правилам мы можем работать с 16. Умеешь ты задавать нужные вопросы? Похвально. Но, думаю, я отвечу. Это был небольшой эксперимент. Я хотел создать идеального который был бы достаточно умен, холоднокровен и безжалостен, но при этом выполнял все, что ему скажут. И у меня получилось. Найти нужного ребенка было непросто. Не каждый ребенок годится. Нужно именно тот, кто будет способен на такие ужасные вещи. Я относился к тебе с особой жестокостью, чтобы сначала сломать, а потом сделать из тебя другого человека. Все это было необходимо для того, чтобы ты стала тем, кем являешься сейчас. И я доволен тем, что получилось. Мы просто оружие и прибыль. Все правильно, Тень. Вы просто пешки на шахматной доске. И когда все пешки проигрывают, начинается новая партия. То есть нас заменяют другими. Но кто же тогда ваши противники? А за что вы сражаетесь? За... Боюсь, у нас нет цели. Мы не боремся за жизнь, не боремся за нашу душу и даже не за золото. Мы сражаемся, потому что это наша обязанность. Пешки защищают короля. И снова верно. Вы сражаетесь просто потому, что вам говорят. Это ваша работа. Вечером. Наконец-то это закончилось. Мы можем уехать обратно. Насчет оплаты. Я пришлю тебе твою долю. Также даю тебе на отдых несколько дней. Отоспись лучше и отдохни. Хорошо, Диера. На следующий день. Астер, ты уже вернулась? Долго тебя не было. Ага, поездка была долгая. Сильно устала? Если морально, то да. Мне надо в себя прийти. Так долго в компании Диера я еще не была. Конечно, иди поспи. Может, покушать хочешь? Нет, я не голодна, спасибо. Ладно, раз мне не нужно работать, чем тогда заняться? Не верится, что я это делаю. Фил, не хочешь пойти погулять? Мне дали отдых от работы просто. Конечно, я с радостью погуляю с тобой. Может, покажешь тогда город как следует? Итак, куда пойдем? Не знаю даже, пошли в бар пока что, потом придумаем. Ты только газировку будешь? Да, мне алкоголь нельзя. Диера запрещает. Ну, конечно. Астер, наконец-то я нашла тебя, прошу, давай поговорим. Кэтрин, я же тебе уже сказала, что слушать тебя не собираюсь. Я вроде говорила не искать меня. Ну, Астер, пожалуйста. Для тебя я тень, я уже сказала, отвали от меня. С заклинателями не вожусь. Да почему ты не можешь просто выслушать меня? Да, признаю, я хотела забрать твою душу, но я не знала, что она уже принадлежит Диера. Знаю, я поступила неправильно, но у меня были и другие цели. Я бы не стала тебя использовать, правда?
Разговор закрыт. Прекрати оправдываться. Схожу лучше к мелким. Какие люди, Тень? Ночь, ты почему не работаешь? У меня к тебе такой же вопрос. Диера дал мне выходные. Выходные, значит? Дал время отдохнуть тебе. Ну тогда не хочешь повеселиться? Ночь, отстань, почему для тебя до сих пор не дошло, что приставать ко мне плохая идея? Ну как удержаться перед таким милым личиком? Вижу, бошку покрасила. Черный тебе больше идет, поэтому пошли смывать. Лола, да прекрати уже, Диера не одобрит твои действия. Умоляю тебя, помолчи уже, пока я тебя не заткнула, или хочешь ворона позову? Вот и умница, молчи лучше, тебе больше идет. Зачем ты это делаешь? Ты слишком милая, как на тебя не обращать внимания? Ты ненавидишь меня. Но если ты, конечно, возражаешь, я могу отстать от тебя. У нас все равно есть тут еще 4 чудесных ребят. Не смей трогать их. Либо ты, либо они. Я тебя ненавижу. Я тебя тоже. Как же все это противно. Тень, вас опять за свое? Еще и в нашей комнате. Ты вроде сильнейший убийца, а ноешь по таким пустякам. Закончила грязью меня поливать. Я это давно не делаю. Ночь уже задолбала ко всем лезть. Говоришь так, словно вы с ней парой не были. Не напоминай, я предпочту забыть это. А сколько знает Диера, что она с тобой делает? Из 100% знает 15? Меньше. Он знает лишь о паре случаев. Она до тебя с 9 лет. А ты с этим ничего не делаешь. Боишься жаловаться Диера? Я не ребенок, чтобы жаловаться. Нет, Астер, ты как раз ребенок. Ты чё снова сюда сунулась? Такое чувство, что ты специально сюда ходишь, чтобы тебя использовали. Я к мелким шла. Не дошла, вижу. Вернее, не туда завернула. Все, давай, сваливай из комнаты. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Проваливай уже, желательно из клуба. Эй, Тень, что ты тут делаешь? Мне уже на крышу нельзя прийти посидеть. Справедливо. Как прошел выездной заказ? Ну, вполне нормально. Сколько заплатили? 1000 золотых. Ого, нифига. Это довольно приличная сумма. Ну, конечно, 5 жертв, плюс еще и расстояние не близкое было. Ты напряжена до сих пор, что ли? Я бы могла высказаться, но это будет то же самое, что я говорила и раньше.
Ты и сам знаешь, что бы я хотела сейчас сказать. А мы не можем показывать слабость. Я лучше наемный у меня нет эмоций. И я не имею права показывать слабость. Но этот клуб сводит меня с ума уже какой год. У всех есть эмоции, и нет ничего такого, чтобы их показывать. Да, мы убийцы, но мы должны быть холодными и равнодушными лишь на работе. В другое время мы можем быть теми, кто мы есть. Почему ты такой спокойный? Ты знаешь про весь ужас клуба. Тогда почему ты так относишься? Астер, если всю жизнь зацикливаться лишь на клубе, лишь на том, чтобы всем угодить и хотеть казаться в глазах других лучше, ты перестанешь осознавать себя. Лишь когда мы наедине, ты становишься собой. У тебя в Фарде теперь есть семья, но даже с ними ты не хочешь показывать настоящую себя. Нет, Эш, это не я. Это лишь то, что осталось. Диера рассказал мне, почему так относился ко мне. И как мне теперь жить, зная правду. Он сделал мне образ убийцы и всегда ждал от меня успехов. От меня всегда лишь ждали безупречной работы. Я все свое время провела за тренировками. И для чего? Чтобы просто выполнять эту чёртову работу. У нас нет другого будущего. Мы навсегда останемся просто убийцами. Но тебе же нравится. Да, и это меня бесит. Нормальным людям это было бы страшно и отвратительно, а нам нравится, как каким-то садистам. Эш, мы давно уже не эти нормальные люди, и все, что мы можем делать, это смириться. В тебе еще осталось та самая искра неповиновения. Ты хочешь изменить все это, пойти против Диера, но ты не можешь пойти против правил, потому что тебе страшно. Я никогда не пойду против Диера. Это неправильно. Ты вроде хочешь изменить это, но боишься и думаешь, что это все неправильно. Астер, я тебя не понимаю. Знаю, я сама не могу понять свои чувства. Понятно, сейчас мы в этой теме не уйдем далеко. Слышал, там опять какая-то движуха с ночью. Не говори лучше о ней. А что опять? Диера опять за что-то наказал. Погоди, Астер, что произошло? Она опять? Она сказала, либо тронет меня, либо мелких. Фастень. Она мне ничего такого не сделала, но я не могла позволить, чтобы она с ними что-то сделала. Ястреб, так как ты всегда в клубе, пожалуйста, можешь присмотреть за ними. Я могла бы и сама, но... Мне тут слишком много внимания уделяют. Эх, ладно, если ты так хочешь. Только постарайся больше не попадаться ей. Почему так голова болит? Астер, ты в порядке? Да, просто споткнулась. Ты неважно выглядишь. Ты не заболела случайно? Не знаю.
Подойди сюда. Астер, да ты горишь. Значит, ты все же заболела. Отлежись лучше пару дней дома. Нет, мне надо идти работать. Куда ты в таком состоянии пойдешь? Мне все равно, мне нужно работать. Какого хрена? Ты какого хрена на меня настучала? Я же вроде говорила держать язык за зубами. Ночь отпусти. Ну уж нет, ты получишь за все. Живо успокойся. Отпусти, енот! Песец, тень там жива? Да, даже в сознании. А, уже нет. Ты совсем маньячка? Если с тенью что-нибудь случится, мы все отхватим. Песец, найди еще кого-то. Надо Диера сообщить. Эбби, что с Астер? Все в порядке, она жива, сейчас спит. Раны довольно серьезные, ей нужно время, чтобы восстановиться. Диера, что с Лолой? Надо искать ей замену. Она же была отличным Но то еще тварью. Сообщи мне, когда она проснется. Хорошо. На утро. Блин, как все болит. Стоп, где я? Доброе утро, Астер. Как себя чувствуешь? А, Эбби, болит все. Да уж, сильно тебе от Лолы досталось. Где она сейчас? Не волнуйся, она нас больше не потревожит. О, ей найдут замену? Да. Да, тебе обезболивающее? Да, если можно. Почему ты никак не защищалась? Я чувствовала себя плохо, сил не было что-либо делать. Тебе повезло, что енот и писец пришли на помощь. Да, повезло. Сколько я была в отключке? Сутки, мне сейчас надо отойти, сообщи Диера, что ты очнулась. Почему? Почему я жива? Почему ночь не Чёрт возьми! Астер, ты как? Я в порядке, но больно еще. Хорошо, из-за твоего состояния я не могу допустить тебя к работе. Так что больничный тебе на месяц. Месяц? Да, месяц. Отдохнешь и восстановишься. Потом посмотрим. Это значит никаких Можешь приходить в клуб, заниматься младшими, но не смеешь ясно? Да, Диера. Хорошо, отдыхай тогда. Позже. Я лучше домой пойду. Не могу тут находиться. Эбби, можно я пойду домой? Мне немного некомфортно в клубе.
Одну в таком состоянии я тебя не отпущу. А ястреб здесь? Он должен скоро уйти. Можете передать ему, чтобы он сходил за моим братом? Ах, хорошо. Лежи, только и не вставай. Час спустя. Астер, вставай, за тобой брат пришел. Астер, как ты? Ястреб сказал, чтобы я тебя забрал, но не сказал, что произошло. Мы так волновались, когда ты вечером не вернулась. Фил, угомонись, на меня просто напали. Просто напали? А если бы что похуже случилось бы? Не говори так, словно это что-то обыденное. Фил, не ори, пошли домой лучше. Астер, что с тобой? Ничего такого, просто напали. Просто напали? Да ты еле на ногах стоишь. Все в порядке, через пару дней станет легче. Мне работать месяц запретили. Это же хорошо, ты нормально отдохнешь и восстановишься. Но я не хочу целый месяц сидеть без работы. Мы тебя не поймем. Так, иди в кровать. Тебе надо выспаться. И желательно поесть. Я не хочу есть. Скажи, когда ты в последний раз ела? Наверное, когда ехала с Диера навстречу. Астер, как ты так долго без еды вообще живешь? Я уже привыкла. Что же делает с тобой этот клуб? Астер, ну и зачем ты встала? Тебе нужно отдыхать. Ну не могу я без дела сидеть. Я лучше к мелким схожу. Кому? Младшим им 9 и 10 лет. Они на обучении, старшие должны за ними приглядывать и учить. А, ну хорошо тогда. Тень! Мы так волновались за тебя. Когда мы узнали, что сделала ночь, мы так сильно испугались, что ты можешь погибнуть. Нам ночь всегда не нравилась, она вела себя как стерва. Все время к тебе лезла и обижала. Ну все, успокойтесь, все обошлось. Я в порядке, живая, как видите. Ночь больше никого не потревожит. Зато радуйтесь, скоро будет новенький и будет учиться вместе с вами. Теперь ты не будешь самой маленькой в группе «Время и небо». Ну да, есть такое. Тёня, ты как себя чувствуешь сейчас? Я в порядке, правда, я отдохнула и чувствую себя лучше. Правда, Диера дал мне больничный на месяц, поэтому не смогу работать. Ну ничего, поправишься и снова будешь лучше всех. Ага, главное только, чтобы посторонние не узнали об этом инциденте. Ой, я вот что вспомнила. Я же обещала научить вас сальто делать. Да, ты обещала. Ну что, хотите еще? Да! Хорошо, научу. Только постарайтесь устно запомнить, а то, увы, сейчас показать не могу. Вам это, конечно, мало где пригодится, только если вы захотите перед кем-то понтануться. Так, по сути, со всеми элементами. Если не хотите что-то учить для того, что вам точно нужно будет в будущем, представьте, что учите какой-то трюк, чисто чтобы удивить кого-то. Или уделать кого-то и показать всем, какие вы офигенные, что можете такой трюк. Как тем уличным мальчишкам, что дрались на твоей территории. Именно. Ты учишь гораздо интереснее, чем кто-либо. Я учу вас, как правильно выпендриваться перед простыми людьми. Они-то так не смогут.
А кому нужны скучные уроки, когда можно учиться и развлекаться? Тем более, когда я на физической тренировке, могу вас и новым элементам обучить, и банальной математике. Правда? Тогда расскажи. Ух, после такой тренировки надо и кофе выпить. Мам, у нас есть кофе? Да, конечно, на верхней полке. Спасибо. И как день-то прошел? Ну, весело даже. Научила мелких делать сальто, также объяснила, как запрыгивать на высокие препятствия. Параллельно с этим объяснила таблицу умножения. Ого, и это все за один день? Ну да, по правде говоря, люблю с ними время проводить. Эх, ну и чем мне заняться? Схожу к Шону, что ли? И снова здравствуй, Тень. Да, угадаю, тебе как обычно? Ага, еще что-нибудь перекусить. Надо же, Тень решила поесть? Я думал, ты питаешься исключительно страхом жертв. И это тоже. Вижу две интересные вещи. Ты как будто в хорошем настроении, и ты побитая. Лучше займись вопросом, кто счет ночь закрывать будет, потому что больше ее не будет. Я-то думаю, кто из вашей тройки раньше концы откинет? Так а с тобой-то что? Все так же ночь. Вот что значит обидеть любимчика Диера. Он тебе даже не даст. Это и бесит. Интересно, кто же все-таки настучал? Я точно не говорила, ястреб тоже маловероятно. Луне и дела до меня нет. Она бы тоже не стала. Тогда как он узнал? Хотя чему удивляюсь, он все знает. Хей, Джикс, можешь ножи мне сейчас подточить? Привет, Тень. Да, конечно. Все ножи. Да, все, через сколько прийти и забрать? Приходи через пару часов. Хорошо. Что? На улице прохладно как бы. Да блин, опять что ли? Эй, парни, прекратите, живо! А ты ничего не попутала, мелочь? Проваливай, иди лучше обратно к Диера. Ты охренел? Ты же знаешь, с кем говоришь. Ну да, и что ты нам сделаешь? Проваливай отсюда, малявка, пока не врезали тебе. Не выйдет, я уложу вас быстрее, чем вы успеете моргнуть. По твоему состоянию так не скажешь, что неудачная работа была, шавка. Еще раз меня так назовешь, я тебе зубы выбью. Ой, как страшно. Эй, какого хрена? Чё, уже не такая смелая? Это лучший наемный убийца? Просто смешно. Блин, я не в том состоянии, чтобы драться, еще и все ножи у Джекса. Пацаны, отстаньте от нее.
Блин, это заклинатель, валим! Ты в порядке? Мне не нужна была твоя помощь. Да что ты, как же? Тень, пожалуйста, давай поговорим. Я уже сказала, что не хочу с тобой говорить. Эй! Я тебя не отпущу, пока ты не выслушаешь меня. Отпусти меня живо! Я сказала нет. Теперь слушай меня. Да, признаю, я хотела забрать твою душу, но я не собиралась тебя использовать. Хочешь верь, хочешь нет, но я не как все заклинатели. Я не использую своих людей как рабов, я плачу за их работу. Мне не нравится видеть, как люди страдают из-за своей ошибки. Но и мы, заклинатели, не можем без забирания душ. Я стараюсь обеспечить людям комфортную жизнь. Все вы так говорите. Нет, не все. Тень, пойми, я правда не хочу тебя использовать. Ты мне правда понравилась как друг. Если бы можно было бы, я бы тебе с радостью помогла. И с чем же? Помогла бы найти себя. Астер, это не ты и сама это знаешь, ведь так? Скажи, ты бы хотела вернуть прежнюю себя? Хотя бы немного. Разве это возможно? Все возможно, если ты позволишь помочь тебе. Я с радостью это сделаю. Тебе сейчас просто нужен тот, кто сможет стать опорой для тебя. Ты нуждаешься в помощи, Астер. Позволь мне помочь и защитить тебя. Я не могу тебе верить после всего, что было. Пока можешь и не верить. Я хочу заслужить твое доверие своим трудом. И сделаю все возможное, правда, пожалуйста. Ладно, извинения приняты. Ну так что с тобой случилось-то? Не бойся говорить. Но я с утра плохо себя чувствовала, и когда шла на работу, на меня напала ночь. Что было потом, особо не помню, но Эбби сказала, что мне помогли писец и енот. Диера наказал ночь, и теперь... Ну, замену ей, короче, искать будут. А мне дал больничный на месяц. Диера как-то узнала обо всем, что ночь со мной делала, и, видимо, по полной наказал. Она на меня обозлилась, считая, что я рассказала. О, вот оно что. А сейчас как себя чувствуешь? Лучше. Надо, наверное, чаще есть, чем раз в 2 недели. Ты плохо ешь? Я понимаю, что надо поесть, когда уже чуть ли сознание не теряю. И то я еще пару дней держусь, пока не начинаю несколько раз в день вырубаться. Я просто забываю, что надо есть. А, понятно тогда. Ну, можешь рассказать что-нибудь про клуб? Вы там прям все друг друга ненавидите? Кому-то все равно на всех, кто-то общается более-менее нормально. У меня хорошие отношения только с ястребами мелкими. А так нормально могу разговаривать, наверное, только с ласточкой, феником и енотом. Остальные так себе, максимум парой фраз перекидываемся, и то по работе только. С остальными парнями так вообще стараюсь даже не пересекаться.
О, ясно. Почему с ястребом так хорошо общаешься? Он не такой, как остальные в клубе. Он принял свою судьбу и просто играет по правилам, и очень помогал мне. Да и в принципе даже в какой-то степени заботился обо мне. Старался защищать от остальных в клубе. Не знаю почему, но Эш мне всегда напоминал моего брата Фила. Тот же возраст, то же самое желание помочь мне, такой же веселый настрой. Если бы не он, даже не знаю, как бы я выжила в клубе. Наверное, даже если бы он не показал мне, как важно помогать новичкам в клубе, я бы не захотела привязываться к мелким. Видимо, его желание защитить меня передалось и мне. Потому что я очень хочу защитить мелких, чтобы у них была жизнь в клубе гораздо спокойнее. Ты хочешь изменить клуб? Хочу хотя бы, чтобы там перестали все ненавидеть друг друга. Мы там все в одной лодке, но почему вместо того, чтобы помогать друг другу, мы пытаемся выжить в одиночку? Вместе было бы легче. Кто знает, может, твое отношение к младшим в будущем как-то поможет. Они так же, как и ты, захотят помогать другим новеньким. И, может быть, тогда все и начнут заботиться друг о друге. Может быть, не знаю, доживу ли я до этого момента. Меня Диера зовет. Так поздно? Видимо, дело какое-то срочное. Можно пойти с тобой? Тебе нельзя в клуб. Я могу тебя снаружи подождать. Ладно, пошли. Тень, извини, конечно, что так поздно, но очень хочу знать, и надеюсь, ты скажешь правду. Кроме Лолы, к тебе еще кто-нибудь приставал за все это время? Диера, зачем вы хотите это знать? Нужно, поэтому говори. Диера, не надо их слишком наказывать. Вы же потеряете хороший хуй, а на обучение новых уйдет много лет. Говори, кто к тебе приставал, Астер. Ворон, сокол, гриф, волк. Пожалуйста, не убейте их, они уже давно не пристают ко мне. Не буду, но наказание их ждет точно. Спасибо, теперь буду налаживать дисциплину. Вы уже нашли замену ночи? Пока еще нет. Диера, можно мне работать? Я уже лучше себя чувствую, правда. Прошло всего пару дней, Астер. Я твердо сказал, что ты не будешь работать месяц. Но это же невозможно, это слишком долго и сложно. Вопрос закрыт, Астер. Месяц без работы. А будешь еще об этом говорить, заберу и твое оружие. Тебе надо отдохнуть. Как физически, так и морально. Поэтому в клуб можешь даже не приходить. Можешь пожить обычной жизнью со своей семьей. Это приказ? Да, приказ, так и быть. Отдыхай, и это приказ. Ясно, Тень? Да, Диера. Свободно. Этот ребенок ничего не может сделать без приказа.
Ну как? В порядке, пойдем домой, хочу отдохнуть. Может, сходим завтра погулять, если хочешь? Хорошо, давай.